Как защитить огород от вредителей весной. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Весенний рассвет застал ее врасплох. Елена стояла посреди своего огорода, сжимая в руках пустое ведро, и не могла поверить своим глазам. За одну ночь безжалостные полчища прожорливых гусениц уничтожили почти все молодые побеги капусты, которые она так бережно выращивала на подоконнике всю долгую зиму. Сердце ее бешено колотилось, а в голове проносились мысли о том, как спасти то, что еще можно спасти. Соседка Мария Петровна, опытная дачница с сединой в волосах, однажды рассказывала ей о древних способах защиты растений, проверенных не одним поколением садоводов. В тот момент эти истории казались Елене забавными старинными преданиями, но сейчас они приобрели совершенно иное значение. Женщина поняла, что пора перестать надеяться на случай и начать действовать осознанно. Первым делом Елена решила попробовать чесночный настой. Она нашла рецепт в старой тетради своей бабушки. 300 граммов чеснока нужно было измельчить и настоять в 10 литрах воды 2 суток. Затем раствор процеживали и опрыскивали им растения ранним утром или вечером, когда солнце уже не такое палящее. Эффект превзошел все ожидания. Мелкие мошки исчезли уже через 2 дня после первой обработки. Однако Елена знала, что одного этого средства недостаточно для полноценной защиты участка. Она вспомнила историю своего дяди, который несколько лет назад столкнулся с настоящим нашествием колорадского жука. Он решил использовать древесную золу, следуя советам из старого садоводческого журнала. Сначала он просто посыпал золой листья картофеля, но это помогало лишь временно. Тогда он усложнил метод, смешал золу с молотым красным перцем и табачной пылью. Полученную смесь аккуратно наносил на нижнюю часть листьев, где обычно собираются насекомые. Результат оказался впечатляющим. Жуки исчезли практически полностью. Но Елена понимала, что каждый участок уникален, и то, что работает у одного человека, может оказаться неэффективным у другого. Именно поэтому она решила комбинировать различные методы. Одним из самых интересных экспериментов стало использование отвара полыни. 2 большие горсти свежей травы она проварила в 5 литрах воды четверть часа, затем настояла сутки и процедила. Полученный концентрат разводила водой 1 к 10 и опрыскивала растения. Особенно хорошо этот метод зарекомендовал себя против тли. Интересный случай произошел с ее подругой Анной, которая занималась органическим земледелием. Она обнаружила, что обычное хозяйственное мыло может стать отличным помощником в борьбе с вредителями. 50 граммов натертого мыла растворяла в 3 литрах теплой воды и добавляла немного керосина. Этот раствор использовала для опрыскивания деревьев от муравьев. Эффект был настолько хорош, что даже соседи начали просить поделиться рецептом. Однако не все методы оказывались успешными с первого раза. Например, Елена долго не могла найти эффективное средство против медведки, пока не встретила на рынке пожилую женщину, которая поделилась секретом. Нужно было взять скорлупу яиц, высушить ее на солнце, затем измельчить в порошок и рассыпать вокруг растений. Острый край кусочков скорлупы повреждал мягкое тело медведки, заставляя ее покинуть территорию. Но здесь важно было помнить, что частички должны быть острыми, поэтому каждую неделю требовалось обновлять защитный пояс. Елена также узнала о хитром способе борьбы с проволочником. На участке раскладывали кусочки сырого картофеля на блюдцах, немного присыпанных землей. Через несколько дней эти приманки собирали вместе с насекомыми и уничтожали. Этот метод потребовал терпения и систематичности, но результат стоил затраченных усилий. Особый интерес вызвал у нее опыт соседа-пенсионера, который создал целую систему отпугивания вредителей с помощью запахов. Он высадил по периметру участка лаванду, мяту и бархатцы. Эти растения не только украшали сад, но и выполняли защитную функцию. Бархатцы особенно эффективны против нематод и некоторых видов жука, а их корни выделяют вещества, подавляющие развитие вредных микроорганизмов в почве. Со временем Елена собрала целую коллекцию народных рецептов и историй их применения. Она научилась готовить настой из одуванчиков, который помогал против тли и гусениц. Для этого 300 граммов измельченных листьев и корней настаивала в 10 литрах воды около 2 суток. Иногда добавляла немного древесной золы для усиления эффекта. Этот настой оказался особенно полезным для защиты плодовых деревьев. Однажды она столкнулась с проблемой массового нашествия слизней после дождливой недели. Традиционный метод с пивными ловушками показал хорошие результаты, но слишком трудоемким оказалось ежедневное удаление погибших
нападавших насекомых. Тогда она придумала модификацию. В пластиковый контейнер налила пиво, добавила немного сахара и поставила их под углом, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Этот простой трюк значительно упростил процесс обслуживания ловушек. Большим откровением стала история о том, как обычный йод может помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями. Елена стала добавлять несколько капель йода в воду для полива комнатных растений, а затем решила попробовать этот метод и на уличных культурах. Разведя 10 капель йода в 10 литрах воды, она обрабатывала этим раствором листья и стебли растений. Интересно, что этот метод помог не только против болезней, но и отпугнул некоторых вредителей. Через некоторое время Елена заметила, что комплексный подход дает гораздо лучшие результаты, чем использование отдельных методов. Она создала график обработок, чередуя различные средства и давая почве время восстановиться между ними. Также она учла важность правильного севооборота и стала планировать расположение культур на несколько сезонов вперед. Одна из самых ценных ошибок, которую она совершила, была связана с переусердством. В погоне за быстрым результатом она слишком часто обрабатывала растения настоями и отварами, что привело к стрессу у некоторых культур. Теперь она точно знает, что между обработками должно проходить не менее 7 дней, а лучше 10. Постепенно ее участок превратился в настоящий образец экологического земледелия. Она научилась замечать первые признаки появления вредителей и принимать меры на ранних этапах. Важным открытием стало понимание того, что многие насекомые, которых раньше она считала вредителями, на самом деле являются полезными для сада. Например, божьи коровки активно поедают тлю, а златоглазки помогают контролировать численность различных гусениц. Когда Елена стала делиться своими находками с соседями, она заметила еще одну интересную закономерность. Чем больше людей вовлечено в процесс использования народных методов, тем эффективнее становятся эти способы. Например, когда несколько участков вокруг ее огорода начали активно высаживать бархатцы и лаванду, популяция вредителей резко сократилась не только у соседей, но и у нее. Это подтвердило старую истину. Природа работает системно, и малейшие изменения в экосистеме могут привести к значительным результатам. Одним из самых удивительных открытий стало использование звуковых методов для отпугивания насекомых. Елена наткнулась на эту идею совершенно случайно, читая старую книгу по народной медицине. В тексте упоминалось, что некоторые звуки способны воздействовать на нервную систему насекомых. Она решила провести эксперимент. Установила на своем участке несколько колокольчиков, которые издавали мелодичный, но пронзительный звон. Хотя эффект был не мгновенным, через несколько недель она заметила, что количество комаров и мошек значительно сократилось. Особенно это помогало в вечернее время, когда воздух становился более влажным, а насекомые активизировались. Еще одним важным аспектом, который Елена осознала со временем, стала роль почвы в защите растений. Она поняла, что здоровая почва – это первый и самый надежный щит против вредителей. Для этого она стала регулярно вносить компост, изготовленный из пищевых отходов и растительных остатков. Особое внимание уделялось чередованию органических и минеральных удобрений, чтобы не перегружать землю. Интересно, что после нескольких сезонов такой заботы почва стала буквально сопротивляться нашествию вредителей. Например, медведка, которая раньше была настоящим бичом ее участка, практически исчезла. В процессе экспериментов Елена столкнулась с еще одной проблемой – как защитить молодые саженцы от птиц. Сначала она использовала традиционные сетки, но они часто рвались или смещались из-за ветра. Тогда она вспомнила рассказ своей бабушки о том, как в старину пугали птиц яркими предметами. Она повесила на деревья и кусты несколько блестящих компакт-дисков и разноцветных лент. Солнечные блики, отраженные от дисков, и трепетание лент оказались настолько эффективными, что даже самые настырные воробьи облетали ее участок стороной. Со временем Елена научилась замечать взаимосвязи между различными явлениями в природе. Например, она заметила, что муравьи всегда появляются там, где есть тля. Это навело ее на мысли, что борьба с муравьями может стать ключом к решению проблемы с тлей. Она стала использовать смесь из корицы и красного перца, рассыпая ее вокруг муравейников. Эффект был поразительным. Муравьи исчезали, а вместе с ними и тля. Этот опыт научил ее тому, что важно не просто бороться с последствиями, а искать первопричины проблемы. Однажды весной Елена столкнулась с настоящей эпидемией грибковых заболеваний. После затяжных дождей многие растения покрылись пятнами, а некоторые даже начали гнить. Она обратилась за советом к местному фермеру, который предложил ей использовать настой хвоща. Для этого нужно было собрать свежий хвощ, залить его водой в пропорции 1 к 5 и настоять 3 суток. Полученный настой разводили водой 1 к 10 и опрыскивали растения. Уже через неделю Елена заметила, что пятна начали исчезать, а растения стали выглядеть более здоровыми. Особый интерес вызвал у нее метод использования полыни не только
только как средство защиты, но и как инструмента для профилактики. Она стала добавлять сухую полынь в компост, чтобы предотвратить развитие грибков и бактерий. Также она заметила, что если посадить полынь рядом с капустой, то это значительно снижает риск появления капустных насекомых. Этот метод стал ее любимым, так как он был простым, эффективным и не требовал дополнительных усилий. Со временем Елена стала экспериментировать с различными сочетаниями трав. Например, она обнаружила, что смесь из мяты, тысячелистника и чистотела особенно хорошо работает против паутинного клеща. Для этого она брала по 300 граммов каждой травы, заливала их 10 литрами воды и настаивала 2 суток. Затем раствор процеживала и опрыскивала им растения. Этот настой не только отпугивал клещей, но и укреплял иммунитет растений благодаря содержащимся в травах полезным веществам. Один из самых сложных периодов наступил, когда на ее участке появились улитки. Они буквально уничтожали молодые побеги за одну ночь. Елена попробовала множество методов, но самым эффективным оказался простой и неожиданный способ. Она стала раскладывать вокруг растений яичную скорлупу и кофейную гущу. Острые края скорлупы и кислотность кофе создавали непреодолимый барьер для улиток. Этот метод был настолько успешным, что она теперь использует его каждый год. Через несколько лет экспериментов и наблюдений Елена поняла, что успех в защите огорода зависит не только от правильного выбора средств, но и от отношения к природе. Она стала воспринимать свой участок как живой организм, который требует внимания, заботы и уважения. Она научилась слушать свои растения, замечать их сигналы и реагировать на них своевременно. Это позволило ей не только сохранить урожай, но и создать настоящий уголок гармонии и красоты. Однако Елена не остановилась на достигнутом. Она продолжала изучать новые методы и адаптировать их под свои условия. Например, она узнала о том, что можно использовать молочную сыворотку для борьбы с мучнистой росой. На 10 литров воды она добавляла 1 литр сыворотки и опрыскивала этим раствором пораженные растения. Результат превзошел все ожидания. Болезнь отступила уже через несколько дней. Теперь ее участок стал настоящей лабораторией, где каждый сезон приносит новые открытия и возможности. Елена поняла, что главное – это не бояться пробовать новое, учиться на своих ошибках и доверять природе. Она уверена, что любой человек, который готов уделить время и силы своему огороду, сможет добиться потрясающих результатов. История Елены – это история о том, как терпение, любовь к природе и стремление к знаниям могут преобразить даже самое запущенное место. Если вы хотите создать свой процветающий огород, начните с малого. Попробуйте хотя бы один из народных методов, описанных выше, и наблюдайте за результатами. Возможно, именно ваш опыт станет тем самым ключом к гармонии с природой. Не забывайте, что каждый шаг на этом пути – это вклад в будущее нашей планеты. Действуйте, экспериментируйте и наслаждайтесь процессом. Ваш огород обязательно ответит вам благодарностью в виде богатого урожая и радости от общения с природой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.